Друзья, всем привет! Вы на канале «Давай запишем». Сегодня мы будем знакомиться с очередным изобретением от компании Samson. Встречаем динамический USB микрофон Q9U. Начну с того, что стоит этот микрофончик на момент съемки 22 500 рублей. И сейчас будем разбираться, откуда взялась эта цена. Во-первых, он работает не только как USB микрофон, но еще и как обычный динамический, посредством подключения через XLR. Надо согласиться, что эта универсальность значительно расширяет возможности его использования, что не может не понравиться любому пользователю. Хочешь, втыкайся прямо в компьютер, попалась под руку карта, нет проблем. Следующий момент. Да, у него нет никаких ручек, регуляторов громкости входного сигнала и выхода на наушники, и все это нужно настраивать в компьютере. Зато у него имеется уникальная возможность подрезать низкие частоты и добавить яркости в среднечастотном диапазоне. И на мой взгляд, эти фишки намного нужнее, поскольку даже такая небольшая коррекция звука может дать совершенно иной и, главное, хороший результат. И добавлю, что никакие подобные собратья этих примочек не имеют. Кстати, что касается собратьев, то хотели мы сегодня устроить некий баттл между микрофонами с универсальным подключением, однако первая модель, которую мы приметили, оказалась недоступной сейчас для покупки даже нам. Речь про Blue Yeti Pro, который стоит под 27 тысяч, и это, видимо, из-за того, что имеет 4 направленности, включая стерео, и полное управление на корпусе. Ну а второй потенциальный соперник Samson принадлежит весьма серьезному и всемирно известному бренду, продукты которого мы с недавних пор не то что не можем показывать или продавать, но даже и упоминание его имени нам категорически запрещено. Ну и не надо. Обойдемся без конкурентов и продолжим изучать наш ничуть не худший всяких разных остальных самсунчик. Диаграмма у него одна единственная, кардиоида. Диапазон частот 50-20 тысяч Гц. По децибелам он выдержит до 140 единиц, хоть самолет записывай. И что касается цифры, то это 2496. Нормально. USB подключение у него сделано на Type-C. Два 2-метровых провода имеются, CC и CA. Ветрозащита штатная присутствует. Кнопка Mute на корпусе есть. Ну и последние, наушники подключаются мини-джеком. Выходная мощность 38 мВт при 32 Омах. Это прилично. Что ж, давайте переходить к тестовой части, где послушаем, как микрофон звучит через USB и XLR подключение, а также услышим, как работает срез низких частот и усиление среднечастотного присутствия. Поехали! История компании Samson Technologies началась в 1980 году с проектирования беспроводной микрофонной системы. В 2005 году инженеры Samson выпустили первый в мире профессиональный микрофон USB, предназначенный для музыкантов, телерадиовещания, а также блогеров и подкастеров. За 3 десятилетия Samson вырос из 2 человек до большого предприятия, продукцию которого с удовольствием покупают пользователи более чем 130 стран мира и считают USB-микрофоны Samson стандартом индустрии. История компании Samson Technologies началась в 1980 году с проектирования беспроводной микрофонной системы. В 2005 году инженеры Samson выпустили первый в мире профессиональный микрофон USB, предназначенный для музыкантов, телерадиовещания, а также блогеров и подкастеров. За 3 десятилетия Samson вырос из 2 человек до большого предприятия, продукцию которого с удовольствием покупают пользователи более чем 130 стран мира и считают USB-микрофоны Samson стандартом индустрии. Ну что, друзья, вы все прекрасно слышали.
вам и решать. От себя могу сказать, что Самсоны никогда ничего не делали по звуку плохо, ну и плюс то, что вид у него прям такой строгий и серьезный, без всяких светомузык, сенсорных понтов и кучи ручек и кнопок, так что для ребят, которые хотят выглядеть в кадре по-взрослому, самое то. На этом закругляемся, всем спасибо за внимание и до новых встреч на нашем канале. У меня ничего не работает. Может, не будем писать? Вообще ничего сегодня не хочет. Почему не хочет?